Так, ребята, приветствую всех. Выехали с Андреем еще прокатиться тут пока по окрестностям. Заодно звездочку проверить хотим. Вот сейчас у меня все на 15-й звезде работает. То есть обороты, посмотрим, скорость. Кирпича подсыпали, а раньше вода стояла, уж лучше по кирпичу проехать. Раньше такие тут тоже были постоянно. Вроде сухо, а вода стоит. Вот это здесь они будут. Тут, по-моему, вариант. Добавите к краю. Ага. Это мы про собак, если что. Это я говорю, что про собак, если что. Тут грозные собаки. Сейчас будем отбиваться. Вот тут в грязь не хочу попадать, только отмылись. В машине тут, да, сейчас фигово. Вот, Днепро выезжаем. стойке даже тут удобнее ехать.
стойки, хорошо, хорошо. Была бы дорога подходящая. Вот и приехали, ребята. Смотрите, какая красота. Технику глушим. Природа. Где там Андрюха? Вон он крадется. Вот. Ребят, приехали на такую локацию. Днепр наш здесь. Такой у него интересный поворот. Вид тут, конечно, обалденный. Рыбку ловят тут обычно рыбаки. Ну какой, ветра нету, тепло, даже течения нету. Андрюха задумался. Даже течения нету, Андрей, смотри, куда-то все делось. Ну да, так даже и не скажешь, что река. Да, да, а почему? С чем это связано? Обычно здесь, ну, мы даже на саббордах плыли, довольно-таки хорошее течение здесь. О, рыбка прям, видел вот там сейчас? Да. Смотри, какой спокойный, да? А там как-то раньше были вообще прям Крутились, воронки, да. Я же о чем тебе и говорю, что как здесь спокойно сейчас. О, ребята, наверное, едет лодка, решили снять, как глиссер идет. Это же мотоцикл, первый раз здесь вижу. Да. О, Глянь, даже. и не один. Глянь, это же эти лыжи. О, смотрите, ребята, как у нас тут. Прикольно. Первый раз такой вижу Ага, здесь. я прокатился тоже. Ребята, приветствуем Всем всех привет. на канале. Сегодня решили мы сделать тест все-таки по поводу роста. Всех интересует, как я буду выглядеть или как посадка моя будет выглядеть на мотоцикле. Будет ли мне удобно с моим ростом или с другим ростом. Вот смотрите, у нас рост, у меня 1,76 м. У меня 1,81 м, 1,82 м. Вот это мой мопед, старая версия с прямым сиденьем. Это мой мопед, уже новая версия с более высоким сиденьем. Ну, давайте, что ли, приступим к тесту. Вначале займем каждый свое место. Смотрите. Ну, прежде всего, вот, я достаю. Если я сяду, практически ноги даже полностью разгибаю. Ну, мне более чем, поэтому тут скажу так. Ну, наверное, в прошлом видео мы это говорили, что сидеть, ну, вот удобнее, наверное, как-то вот так вот. Вот. А я... Потому что более прямые руки получаются. Я сейчас сажусь, и мне не хочется сюда, вот, как раньше. Вот мне, как на том мопеде... Сейчас так поменяемся. Да, назад мне не хочется. Мне хочется сидеть именно на этом сиденье, там, где я сижу. Поэтому я считаю, что сейчас у меня посадка вот на этой версии более чем устраивает. Ну, сейчас поменяемся и давайте посмотрим, как будет зеркально. Так, кепку что я? А тут я перевернул, чтобы не попутаться, где я какой. Так. Ну, да, здесь сидеть, да, можно и назад, и не отодвигаться. То есть вот эта версия сиденья все-таки... Да, наверное, с ростом более... Да даже и тебе, с твоим ростом она более удобная. Оно более удобное, оно отдельно продается. Скорее всего, изначально, ну, как на китайский рынок ориентировано, там, как известно, люди пониже европейцев, поэтому... Скорее всего, да. Ну, здесь вот даже, видите, я подхожу, у меня ноги чуть-чуть согнуты, когда я сажусь. И вот я, так как я эксплуатировал тоже этот мопед, я понимаю, что мне надо вот сидеть где-то вот здесь. Как и мне. Да, тогда у меня поза становится такая же, как там примерно. Ну, по ногам, по рукам мне вот так удобней. Так что я думаю, все теперь понимают,
как они будут выглядеть и свое удобство. То есть с ростом 1,65 м я даже скажу, что вот это будет удобней, чем там это будет. Ну да, здесь уже... Это будет, да, это где-то от Ну, то есть метра... здесь я вот стою, ну как, ноги не полусогнуты. Вот у меня вот на твоей версии. Ну вот видишь, у меня чуть-чуть тут тоже. И это сиденье помягче будет. Ну, да, да. То есть оно прогибается, оно помягче. То сиденье будет помягче, потому что оно более, скажем, мясистое, больше поролона в нем. Оно выше, это сразу жестче чувствуется. Я уже как бы к тому привык, поэтому я это ощущаю тоже. Так что вот не думаю, что у кого-то еще вопросы по этому поводу должны остаться. Данный мопед, я считаю, до 1,85 м, наверное, можно смело. Ну, если кто-то выше, желательно, конечно, у кого-то взять примериться. Потому что, ну, кому-то, наоборот, удобнее сидеть близко. То есть, Да, это дело привычки. Я, например, так не люблю сидеть. Я тоже так не люблю. люблю. Я люблю больше, вот, ну, чтобы руки были практически прямые. Не забываем, что руль мы можем, есть небольшая да, руль можно регулировка, вперед-назад немножко. Вперед-назад. Да. То есть вот у Андрея чуть-чуть он на себя подал, а у меня он более горизонтально стоит, даже, наверное, чуть-чуть вперед. То есть руки можно... Ну, кстати, да, может мне... Да, тебе тоже, наверное, с регулировками, надо. Да, и чуть-чуть его... Ну, шестигранничком обычно каким-то регулируется. Да, 4 шестигранных болтика, и можно отрегулировать. Так что вот мы хотели вот этот момент еще раз заострить на этом моменте внимание. Ребята еще решили один момент обсудить. Это работа круговой КПП. То есть все в курсе, наверное, то, что здесь в данном мопеде и, наверное, на многих альфа-подобных используется коробка с круговым переключением передач. Удобно это или нет? Знаете, когда пересаживаешься с обычного мотоцикла, наверное, это неудобно, потому что привычка первая вниз, остальные вверх, это уже привычка у многих, уже, да. Да, и с детства, и потом. И переключиться моментально на круговую коробку я, наверное, до сих пор иногда путаю. И я иногда, когда резко надо разогнаться, вместо вниз я жму вверх. Потому что поэтому проблема есть, и она даже останется, я думаю, когда вы пересядете на другую технику, а вы будете привыкшие к круговой коробке. Так что здесь именно нужно перестраивать свой мозг и как-то приспосабливаться к этому. Но в городской езде круговая коробка, она удобна. Ну, в спокойной езде. В спокойной, да, езде. То есть, если еще кто-то, может, только раздумывает о покупке и не знает, как работает, вот Андрей может вам продемонстрировать, как коробка, куда какие передачи вообще включаются. Ну, допустим, что он заведенный. Один раз вниз нажали, первая передача. Да. Разогнались, отпустили газ. Еще раз нажали, вторая передача. Опять разогнались до нужной скорости. Нажали, третья. И так до четвертой передачи. Как работает коробка передач? Включаем первую передачу. Даем газ. Газ отпустили, включили вторую передачу. Разгоняемся до нужной скорости. Газ сбросили, включили третью передачу. Четвертая передача. И чем удобно перед светофором можно остановиться. Нажав вниз, мы ловим нейтраль. Ну, сейчас он с первого раза включил, может, потому что... может быть. Вот. Нейтраль стоит. Загорелся опять там зеленый. Включили первую. Разогнались. Включили вторую. Разогнались. Надо включить первую, просто жмем назад. Первая, пяточки нажали, нейтраль. После нейтрали, если нажать пятку, включится четвертая. И также опять по кругу, третья, вторая, первая, нейтраль. Ну, так и так. Момент один. После четвертой нейтраль не включится, надо остановиться. Тогда жмем вниз, включится нейтраль.
маленькое дополнение. Я 2 раза на ходу, можно сказать, нейтралку ловил. Но это больше было исключение из правил, чем правило. Я катился, наверное, на около пешеходной скорости, может, километра 2-3 в час. И тогда нейтралочка после 4-й вскакивала. Но это было не специально, вот такие моменты у меня были. Назад так же самое. 4-я, нажал 3-я, 2-я, 1-я и опять нейтраль. Единственный опять момент, так как нет сцепления, резко лучше это не делать. Лучше сбросить газ и когда переключаешь по В момент передаче переключения вниз, да, перегазовочку немножечко еще. подержать сцеплением. То есть как бы лапка все-таки есть, наверное, сцепление. Да, лапка имеет свободный ход, и в этот момент мы как бы выжимаем сцепление. Оно есть в этом моторе, просто срабатывает полуавтомат. Мы его нажали, можно сделать небольшую перегазовочку и плавно отпустить. Ну, относительно плавно. Мы, конечно, не растягиваем это на какие-то там, ну, Да. большие секунды, Минуты. 5-10 секунд. Нет, это все происходит на автомате, но просто без резких движений. Потому что если вы резко с 4-й перейдете на 3-ю, а скорость не будет соответствовать, Да, может колесо может пойти юзом. колесо заднее пойти юзом. Поэтому этот момент, к нему тоже надо привыкнуть и понимать об этом. Так же, как и со 2-й на 1-ю. Резко очень перейдете на передачу, очень может заблокировать колесо, вероятность очень большая. Так что схему переключения я добавлю в видео. Страшного в круговой коробке Да, абсолютно страшного ничего нету. нету, как и в полуавтомате. По полуавтомату можно заодно уже и по полуавтомату. А полуавтомат, как оказалось, это тоже вещь довольно-таки удобная. Ну да. Вот теперь, вот, мне кажется, и сцепление уже пересядя. Да, практически на автоматической коробке. Знаете, когда подкатываешься к светофору, у тебя включена 4-я. Ты не заглохнешь никогда. Не заглохнешь. Тебе не надо париться, чтобы отщелкаться назад. Ты можешь просто на 4-й подкатиться, остановиться, пока горит красный. Можешь перейти на нейтралку. Один щелчок вперед нейтралка, один щелчок 1-я и поехал. А может, просто подкатишься на 2-й и уже поехал и поехал. Хотя заглохнуть можно. У меня был случай, я ехал на 2-й передаче, ну, не совсем такую маленькую горку и заглох. Ну, завелся, включил 1-ю и тронулся. Ну, видимо, просто не хватило было тяги, соответствия, да, тяги и передачи. Так что по технической части я знаю, как автомат работает. Он изобретен был очень давно. Это разработка не 60-е или 50-е года. Практически все Хонды, Кабы, они все были на полуавтоматах. То есть, ну, в 60-х они точно уже были все на полуавтоматах. Поэтому, я думаю, конструкция довольно-таки надежная и проверенная. Ну, и все мы знаем, что китайскую технику починить можно. Я думаю, и полуавтомат в сборе купить можно, и заменить можно, и найти его можно. И есть это все в новых запчастях. Так что я не думаю, что люди ездят и меньше, наверное, всего парятся. Да надо вообще меньше всего париться. Решать проблемы по мере поступления. Так что я думаю, этот вопрос мы тоже, ребята, закрыли. Спасибо за просмотр.